В одном из боевых клубов в Чикаго царила обычная утренняя суета. Ученики отрабатывали удары, крики смешивались с глухими ударами по татами. Мэтью Хартман, инструктор с видом неоспоримого авторитета, шагал между рядами, поправляя стойки и отдавая приказы. Казалось, что он владеет всем – пространством, вниманием и даже воздухом в зале. В углу милая женщина с тряпкой и ведром тихо убирала пол. Сьюзен Брукс не носила форму, не искала признания, ее единственное оружие была терпеливость и внимание к деталям. Она научилась быть незаметной, но ее глаза видели все. Внезапно тряпка выскользнула из рук Сьюзен и с глухим стуком ударилась о пол. Мэтью мгновенно остановился, и его взгляд пронзил ее с явным презрением. Ученики замерли. В следующую секунду он начал унижать женщину перед всеми. Его слова были холодными и колкими, словно ножи. Когда казалось, что сцена достигла апогея, дверь клуба тихо распахнулась. Вошла 16-летняя дочь Сьюзен, Лорел Брукс, с рюкзаком за плечами и решительным взглядом. Она медленно направилась к центру зала, и тишина стала почти ощутимой. Никто не знал, чего ожидать. Лорел не кричала, не делала резких движений. Ее спокойствие говорило громче любого приказа. Мэтью, привыкший к повиновению, почувствовал непривычный дискомфорт. Девочка обладала внутренней силой, закаленной годами наблюдений за трудностями матери и уроками самообороны от отца. Когда он бросил вызов Лорел, ожидая легкой победы, она двигалась легко и точно. Каждый его удар проходил мимо, и с каждой попыткой его уверенность таяла. В решающий момент Лорел сделала точный, контролируемый прием, и Мэтью оказался на коленях, пораженный и беззащитный. Сьюзен наблюдала с невероятным чувством, не гордость, а справедливость. Тишина в зале была полной, даже капля воды, оставшаяся на полу от тряпки, казалась громкой. Никто не смеялся, никто не шептал. В тот момент мать и дочь вновь обрели уважение, которое им давно пытались отнять. С этого дня Мэтью изменил подход к ученикам. Он больше не кричал и не унижал, теперь учил их дисциплине через уважение. А Сьюзен ходила по клубу с прямой спиной, сдерживая улыбку, ведь ее дочь показала, что сила не всегда в кулаках, а в уверенности и достоинстве. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.